Продолжаем вязать нашу козочку. Приступаем к вязанию головы. Нам понадобится для ушек, у меня это коала, но я вам также покажу немножко другие варианты, если у вас нет коалы, как связать. Давайте сначала по мастер-классу с коалой свяжем. Так. Берем коалу, я беру крючок 3,5 миллиметра. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со второй петли от крючка вяжем 4 по цепочке 4 столбика без накида. Так. С коалой это непросто. Раз, два, три, 4. Так, дальше последняя петелька у нас осталась. В одну петлю вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И по другой стороне тоже по цепочке 4 столбика без накида. 1, 2, 3. И последняя. Вот не люблю эту пряжу. Где там последний? Для меня вязание это расслабуха. Я отдыхаю, когда вяжу. А с этой пряжей надо вот выискивать эти петельки. Все, соединительный столбик и обрезаем. У меня просто вот она есть, я ее покупала, поэтому я ее использую, ну, чтобы извязать, чтобы она мне глаза не мозолила. Вот. Кончики все обрезаю, они нам не понадобятся. Вместо коалы можно использовать первое. Просто плюшевую пряжу. По такой же схеме вяжете цепочку из 6 воздушных петель, потом по цепочке со второй петли 4 столбика без накидов, в одну 4 столбика и по другой стороне тоже 4 столбика без накида. То есть точно так же. Либо, если нет и того, берете полухлопок. Сейчас мы свяжем, вот вторая деталька вяжется из полухлопка. Сейчас мы ее с вами свяжем. Вяжите просто из джинса, но белого. Давайте свяжем с вами вторую детальку ушка из нашей бежевой пряжи светленькой, из пряжи тела. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше со второй петли начинаем вязать по цепочке 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петельку в одну петлю вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И по второй стороне вяжем 6 столбиков без накида по цепочке. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Провязали, делаем петлю подъема, разворот, вяжем в обратную сторону по цепочке 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 прибавки. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема, разворот. Снова вяжем по цепочке 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 4 раза. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая прибавка. И до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема, разворот. Вяжем последний ряд. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. И до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вяжете ушко беленьким из полухлопка, прикладывайте, обвязывайте по кругу столбиками без накида и сшиваете здесь в конце тоже столбиками без накида. Если вяжете дольче, сейчас я на белом вам покажу, специально не обрезала, оставила. Точно так же вот эти хвостики, их вы будете прятать внутрь. Можете клеем проклеить, чтобы зафиксировать. Так, прикладывайте тоже к внутренней фокус, к внутренней стороне. Складывайте тоже вместе. И так как у нас у дольче и, соответственно, у коалы меньше петелек, обвязывайте по несколько петелек хлопка в одну петельку плюша или коалы. Просто столбиками без накида. Вот. В одну петельку по 2, по 3 петельки из полухлопка. Все просто по кругу, столбиками без накида.
обвязывайте. Там уже в плюше, там, либо в куале, куда попадет. Главное в полухлопке в каждую петельку. Последняя не хочет цепляться. Вот. Все, обвязали. Складывайте пополам. И обвязывайте вот так вот уже за 2 половинки. Убежала. За 2 половинки столбиками без накида. Все, соединительный столбик, ниточку подлиннее оставляете для пришивания. И получается вот просто из плюшевой пряжи вот такие ушки. Тоже пушистенькие, тоже классно будут смотреться, мне кажется. Ну и из полухлопка тоже будет неплохо. Я вам еще потом, когда мы свяжем голову, покажу немножко на каком-нибудь участке головы, как можно сделать чубчик плюшевой пряжей, а чубчик будет формата, как кудряшки у меня вот у этой барашки. Вот такие вот кудряшечки я вам покажу. Можно будет тоже чубчик сделать из таких кудряшек. Это вариант, если нету пряжи куала под рукой. Да? То есть из любой ситуации можно найти выход. Может, даже прикольнее получится. Так, я сейчас за кадром обвяжу второе ушко. В принципе, точно так же обвязывается, как и из плюша, по кругу. Одна петелька полухлопка, несколько петелек полухлопка в одну петельку куалы. Сейчас свяжем рог с вами, а потом я уже обвяжу за кадром. Так, с ушками разобрались. Все. Плюшевая пушистая пряжа нам больше не нужна. Берем наш крючок 1,5. Берем темную нашу пряжу. Так, где тут у нее? В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка, 3 раза. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Видите, наизнанку выворачивается. Сейчас мы вывернем на лицевую. И столбик без накида. Третья. Так, где моя палочка? Пользуюсь палочками для суши. Такие самый оптимальный вариант, мне кажется. Они не скользят, когда выворачиваешь, когда холофайбером наполняешь, тоже очень удобно. Если пинцета нет под рукой. Я вообще, в принципе, не люблю пинцетом наполнять. У меня есть, но мне удобнее палочкой для суши. Так, четвертый ряд вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пятый ряд вяжем 2 столбика, прибавка 3 раза. Раз, два. Первая прибавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья. И последний 6-й ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка 3 раза. 2, 3. Первая прибавка. Раз, два, 3. Вторая прибавка. Раз, два, 3. Третья прибавка. Соединительный столбик. И обрезаем ниточку подлиннее для того, чтобы пришить наш рог. Все. Рожки готовы. Вот у меня есть второй. Мы будем их немножко наполнять холофайбером. Итак, начинаем вязать саму голову. Берем основной цвет. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Вяжем второй ряд. Второй ряд у нас 6 прибавок. Раз прибавка, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ставим маркер. Вяжем третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка. Вторая. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая. Пятая. Столбик без накида. Шестая прибавка. Дальше вяжем 4-й ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два. Первая прибавка. Раз, два. Вторая прибавка. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая прибавка. Раз, два. Пятая прибавка. Раз, два. Шестая прибавка. У нас получается 24 столбика без накида в работе. Так, вяжем 5-й ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, 3. Первая прибавка. Раз, два, 3. Вторая. Раз, два, 3. Третья. Раз, два,
3, 4, раз, 2, 3, 5, раз, 2, 3, 6. У нас в конце ряда получается в работе 30 столбиков без накида. Вяжем 6-й ряд, 2 столбика без накида, прибавка, дальше 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз, раз, 2, 3, 4, первая прибавка, раз, 2, 3, 4, вторая, раз, 2, 3, 4, третья прибавка, раз, 2, 3, 4, четвертая, раз, 2, 3, 4, пятая прибавка, и до конца ряда 2 столбика без накида, раз, 2. Получается в конце ряда у нас 36 столбиков без накида в работе. Вяжем 7-й ряд, 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз, 2, 3, 4, 5, первая прибавка, раз, 2, 3, 4, 5, вторая, раз, 2, 3, 4, 5, третья прибавка, раз, 2, 3, 4, 5, четвертая, раз, 2, 3, 4, 5, пятая, раз, 2, 3, 4, 5, шестая. 42 столбика без накида у нас получается в работе. 8-й ряд вяжем 3 столбика без накида, 2, 3, прибавка, 6 столбиков без накида, 1 прибавка, 5 раз, 2, 3, 4, 5, 6, первая прибавка, раз, 2, 3, 4, 5, 6, вторая, раз, 2, 3, 4, 5, 6, третья, раз, 2, 3, 4, 5, 6, четвертая, раз, 2, 3, 4, 5, 6, пятая прибавка и 3 столбика без накида до конца ряда, 2, 3. Так, у нас получается в работе 48 столбиков без накида. Вяжем 9-й ряд, 7 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз, раз, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шестая. У нас в работе 54 столбика без накида получается. Дальше вяжем 10 ряд, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 8 столбиков без накида, 1 прибавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятая. И 4 столбика без накида до конца ряда. 2, 3, 4. В конце ряда у нас получается 60 столбиков без накида в работе. Вяжем 11 ряд, 9 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Пятая прибавка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шестая прибавка. У нас получается в работе 66 столбиков без накида. Теперь нам нужно 12-19 ряд, это 8 рядов, провязать по 66 столбиков без накида, без изменений. Провяжите самостоятельно. Итак, провязали самостоятельно 8 рядов по 66 столбиков без накида. Это 12-19 ряд. Вяжем 20. 4 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4. Третья. 1, 2, 3, 4. Четвертая. 1, 2, 3, 4. Пятая прибавка. 1, 2, 3, 4. Шестая прибавка. Смотрите, если вы потом вдруг не сможете найти вот этот ряд с прибавочками, да, у нас это будет перед, и здесь будут у нас крепиться глазки над этими прибавочками, вы можете себе просто поставить маркер, пометить, что либо с двух сторон, где начинаются прибавки, где заканчиваются прибавки, либо просто вот так вот булавочкой, чтобы видеть, где у нас были 6 прибавок. Дальше вяжем до конца ряда 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Значит, у нас в работе 72 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать. Это у нас, получается, был 20 ряд. 20 с 21 по 24. 4 ряда. 72 столбика без накида, без изменений. Итак, провязали мы, получается, 21-24 ряд, 4 ряда по 72 столбика без накида, вяжем 25 ряд, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, убавка, дальше 10 столбиков без накида, убавка, 5 раз. Смотрите, я себе тут отметила глазки. Можете тоже себе отметить. Между 19 и 20 рядом мы их будем вставлять. И я, получается, 19 ряд от маркера отсчитала 10 столбиков. Между глазками тоже 10 столбиков. С той стороны, где у нас были прибавки. Так,
5 столбиков без накида, убавка. Дальше 5 раз, 10 столбиков без накида, 1 убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка 2. 1, 2, 3. Тут какой-то узелок. 4. Нет, нормально. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавка 5. И до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 26 ряд. Вяжем 9 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это вот место, где узелок был, 9. Сейчас попробуем. Угу. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Убавка. Это 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. 27 ряд вяжем. 4 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. 8 столбиков без накида, 1 убавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Первая убавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пятая. И до конца ряда 4 столбика без накида. Так, отвлеклись немножко. 27 ряд мы довязали, 28 вяжем 7 столбиков, убавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шестая. Так, на этом этапе я сейчас немножко набью голову. Так, вставлю глазки, зафиксирую их. Повторяю, глазки вставляются между 19 и 20 рядом, то есть между последним рядом, где мы провязываем 66 столбиков без накида, и рядом, где мы вяжем 4 столбика, прибавка 6 раз и 36 столбиков без накида. Между глазками 10 столбиков. Я сейчас наполню, вставлю за кадром, потому что тут под телефоном не очень удобно вставлять. И вернусь к вам. Свяжем последний ряд головы. Так, смотрите, глазки я вставила, голову немножко набила, пока не плотно. Вяжем последний ряд. У нас после 28 ряда осталось 48 столбиков в работе. И 29 ряд нам сейчас нужно провязать 24 убавки. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5,
прибавка, 22, 23, 24. Дальше соединительный столбик. Если вы не оставляли длинную ниточку на теле, значит оставляйте длинную ниточку на голове для пришивания. Я оставляла, значит, на голове я буду обрезать покороче и прятать ее туда вовнутрь. Все, теперь нам нужно хорошенечко набить голову, вот эти все детальки проработать наполнителем. Давайте набивайте самостоятельно и будем с вами делать утяжку, вязать мордочку, уже будем собирать голову. Смотрите, я когда набиваю, я не знаю, не помню, говорила я вам, не говорила, столько мастер-классов уже не помню. Я сначала набиваю по кругу хорошенько. Полностью забиваю все складочки, чтобы ничего не было, а потом уже набиваю серединку. Смотрите, набила я голову. Еще можно поправлять. Мы сейчас пришьем мордочку. Сделаем утяжки, нужно будет еще чуть-чуть подправить. Вот. Теперь давайте свяжем мордочку в кольцо амигуруми. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо, второй ряд вяжем 6 прибавок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Прибавка, столбик без накида, 2 прибавка, столбик без накида, 3 прибавка, 4, столбик без накида, 5 прибавка, столбик без накида, 6 прибавка. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 1 прибавка, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. 24 столбика без накида у нас получилось в работе. Теперь нам нужно по кругу провязать 24 столбика без накида. Один ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Соединительный столбик и оставляем ниточку подлиннее для пришивания. Дальше что мы делаем?
мы берем нашу голову, прикладываем нашу мордочку, смотрите, чтобы примерно на середине глазок она заканчивалась. И пришиваем, добавляя в нее чуть-чуть холофайбера. Девочки и мальчики, если кто из мальчиков меня смотрит, у кого с глазомером все в порядке, можете до пришивания вышить носик. У меня с глазомером огромные проблемы. Я потом буду, если я вышью носик сразу, я потом буду полчаса париться, мыкаться, пришивать, отпаривать, пришивать, отпаривать, пришивать снова. У меня будет пришиваться криво, поэтому я носик вышиваю уже после того, как я пришью мордочку. У кого с этим все в порядке, можете вышить носик сразу и уже потом пришивать к мордочке. Вот так. То есть верхняя часть мордочки на уровне середины глазок. Все, пришиваем. Чуть-чуть холофайбера, не набиваем прям сильно, вот буквально чуть-чуть. И встречаемся с вами, будем делать утяжку и оформлять мордочку. Давайте, прежде чем я пришью, я покажу вам еще чубчик из коалы. Я, получается, набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных петелек. Цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше со второй петли по цепочке я начинаю вязать первый соединительный, второй столбик без накида, третий полустолбик с накидом, четвертый столбик с накидом, и последние 4 петельки столбики с 2 накидами. Раз. Два. Три. Под камеру так вообще его вязать, этот коалу, неудобно. И последнее. 4. Все, этот кончик потом спрячется. У нас получается вот такой треугольничек, соединительный столбик. Оставляю ниточку подлиннее, ей же и буду пришивать. Вытягиваю. Это можно обрезать. Вот получается такой треугольничек. И его я буду просто пришивать сюда. Уже там, когда пришьем рожки, ушки, буду намечать и пришивать. Если у вас нет коала, можно взять обычную плюшевую пряжу. Когда уже пришьете потом рожки, ушки, сделайте все утяжки, наметите себе треугольничек. Берете крючок, которым вязали, основной. У меня 1,5, у вас там 1,75, 2, какой угодно. И вот таким образом, вставляя крючок в дырочки, наметите себе треугольничек, достаете петельку, провязываете ее и вытягиваете чуть-чуть. Да? Затягиваете, чтобы оно не развязалось. Дальше следующая петелька. Опять достаете петельку,
и вытягиваете. И смотрите, когда вы вяжете, вот у петельки есть стеночка, которая, да, основная ниточка идет, вытягивается. Ее вы не трогаете. Берете вторую стеночку и подтягиваете. Таким образом они затягиваются. И будет вот такой чубчик. Ну, там уже треугольничком наметите. И можете вот так вот обвязать. И будет такая немножко кудрявая козочка. Так, все, я пришивать мордочку. Так, вот я пришила. Чуть-чуть наполнителя добавила. Теперь беру длинную иголочку с основным цветом тела. Ниточку я никак не крепила, я ее потом в узелок завяжу вместе с какой-нибудь другой ниточкой, их будет много, от утяжки, например. Так. Сначала делаем стандартно снизу. Когда снимается мастер-класс, много всего лишнего. Ниточку стараемся под глазик, обрезаем и затягиваем, завязываем несколько узелков. Ну, можно с этой ниточкой и завязать от мордочки. Тоже на несколько узелочков. Все, обрезать. Со вторым глазиком делаем то же самое. Стараемся вводить иголочку максимально близко к глазу. Угу. Тоже стараемся ниточку спрятать под глазик. Так. На несколько узелочков завязываем. Сильно не затягиваем, это не нужно. Так, и теперь самое интересное. Я хочу сделать, чтобы она была немножко такая... Ну вот видите, у нее чуть-чуть глазки смотрят туда, как косая, что ли. Вот. Поэтому я ввожу иголку сбоку где-нибудь, даже больше сзади. Вывожу, стараюсь максимально близко к глазику. Так, сделали. И теперь уже здесь сверху тоже стараюсь максимально близко к глазу и вывожу в то же отверстие, в которое вводила. Немножко надо постараться. Так. Тоже прячем. Обрезаем. И здесь уже затягиваем, насколько вы хотите, чтобы она была у вас такая. Затягиваем и завязываем несколько узелочков. Если образуется пустота, у нас есть отверстие, мы сможем спокойно донаполнить. Завязываем хорошо, я там много, 3-4 раза, все, и прячем. Вот такой глазик у нас получается. Со вторым делаем то же самое. Вводим максимально близко к глазику и выводим
тоже максимально близко, в то же отверстие, в которое входили. Прячем по возможности максимально ниточку, обрезаем и затягиваем второй глазик. Так. Тоже несколько узелочков делаем, обрезаем и прячем. Все. Вот такая мордашка у нас получается. Сейчас я переодену темную ниточку, брови, носик и стрелочки я буду делать ниточкой вот этой темной коричневой. Вы можете черный сделать, но мне кажется, когда она такая светленькая, мордашка гораздо милее получается. Так, все, ниточку я приготовила. Начинаем, как обычно, стрелочки. Хотите больше, хотите меньше, длиннее, короче. Это уже на ваше усмотрение, на ваш вкус, как вам больше нравится. Так, выходим ко второму глазику. Так. Выходим на бровки. Тоже я не намечаю уже. Можете наметить себе бровки. Так. Сейчас стрелочку немножко не туда, чуть-чуть повыше надо. Так, все переделала. И бровки теперь. Тоже можете наметить себе. Раз, два, три. Примерно тут. Угу. Так, выводим вниз. Так. Дальше выходим в серединку нашей мордочки. Намечаем. Вот у нас серединка. И в бок делаем такой треугольник. Можете его делать больше, можете делать меньше. Смотрите сами. Все, треугольничек такой делаем. Вот. Завязываем узелочек. Дальше я одела в иголочку белую ниточку и немножко вышью белочек. Так. Все, и вниз. Вот так. Такая мордашка получилась у нас. Значит, теперь самостоятельно. Я думаю, в этом нет никакой проблемы. Я никогда, еще раз повторяюсь, из мастер-класса в мастер-класс, я никогда не высчитываю петли, на каком уровне пришивать ушки, рожки и так далее и тому подобное. Я всегда прикладываю на глаз и вышиваю на глаз. И мне кажется, что
В этом и есть индивидуальность каждой игрушки, чтобы не по петелькам вот так вот высчитывать. Они получаются абсолютно разные. Видите, мордочки, они вроде связаны одинаково, но они, ну, по факту они разные. Да? И вот мне больше нравится, когда игрушки такие. Пришиваете рожки. Ну вот, примерно, как у козочки рожки. Вот так, да? Под рожками пришиваете ушки. Тоже. Посерединке пришиваете чубчик. Ну вот. Как-то так складывается, да, такая композиция. Вот. И потом, естественно, пришиваете голову к телу. Еще не забывайте, когда рожки будете пришивать, чуть-чуть тоже добавить холофайбера в рожки. Ну что, вот и собрала я козочку. За окном уже темно, свет искусственный, тень. Но думаю, вам видно. Пузико мы сделаем ей, когда свяжем трусики. Вот такие у меня уже 2 милашки есть. Значит, будет 3-я часть еще. В 3-й части мы будем одевать нашу козочку, будем вязать для нее трусишки и вот такую маечку. Но 3-я часть выйдет в воскресенье, не завтра. Я планировала завтра, но планы изменились, так что в воскресенье будет 3-я часть на одежку. И трусики я вам покажу, как сделать такие. И сделаю еще один вариант. А пока вяжите тело, наслаждайтесь процессом и легких вам петелек. Буду благодарна за лайки, подписки. Если что-то непонятно, обязательно пишите в комментариях. Отвечу на все вопросы.